Вы верите в чудеса? Если нет, то вам обязательно стоит послушать эту историю, потому что вряд ли кто-то с легкостью поверит тому, что я вам сегодня расскажу о женщине и дикой волчьей стае. Даже самые опытные ученые разводят руками, пытаясь объяснить то, что произошло в тот леденящий душу вечер. 25-летняя Мэри Храник жила в небольшом уютном городке в штате Миннесота. Она была совершенно обычной жизнерадостной молодой женщиной. Еще в подростковом возрасте она зачитывалась романами и мечтала о большом светлом доме с цветущим садом, крепкой семье и, может быть, пушистой собаке, которая встречала бы ее у порога. Ее заветная мечта должна была вскоре стать реальностью. В 24 года Мэри узнала, что беременна. Вместе со своим любящим мужем они с трепетом и волнением ждали появления первенца. Они уже обустроили детскую комнату, выкрасив стены в нежные пастельные тона, и купили крошечную кроватку. Беременность протекала идеально. Все шло нормально, никаких осложнений не наблюдалось, и будущая мама чувствовала себя прекрасно. Но природа иногда вносит свои коррективы в наши планы. В январе 2015 года, когда Мэри находилась на последнем месяце беременности, она ехала домой из города на своей машине. В тот день бушевала не просто непогода, это была настоящая снежная буря, безжалостная и свирепая. Последние несколько дней шел непрерывный снегопад, и все улицы, поля и обочины были засыпаны снегом, высота которого достигала полуметра. Белая пелена застилала лобовое стекло, дворники едва справлялись с налипающими хлопьями, а ледяной ветер зловеще завывал за окнами внедорожника. Мэри оставалось проехать всего несколько миль до своего теплого дома. Но как только она свернула на лесной участок, где дороги еще не успела расчистить снегоуборочная техника, ее машина неожиданно увязла в глубоком сугробе. Двигатель натужно взревел. Молодая женщина в панике нажала на газ, но задние колеса лишь беспомощно пробуксовали в рыхлом снегу. Машина не продвинулась ни на метр, лишь глубже зарываясь в ледяную ловушку. Именно в этот день, по какому-то злому стечению обстоятельств, беременная женщина забыла дома свой мобильный телефон. Обычная рассеянность обернулась смертельной опасностью. Она не могла ни позвонить мужу, ни вызвать службу спасения. У нее не было иного выбора, кроме как оставаться в машине и надеяться, что скоро мимо проедет кто-то, кто сможет ей помочь. Но метель только усиливалась. Прошло полчаса, а на заметенной лесной дороге не появилось ни единой души. Молодая женщина впала в отчаяние. В салоне становилось все холоднее. Чтобы согреться, Мэри периодически включала обогреватель, но вскоре поняла страшную вещь. Стрелка уровня топлива неумолимо приближалась к нулю. Она больше не могла поддерживать работу двигателя. Бензин закончился, и машина погрузилась в звенящую ледяную тишину. Больше всего пугало то, что короткий зимний день подходил к концу. Стремительно темнело, а снегопад и не думал прекращаться. Мэри осознала, что ситуация стала критической. Если она останется в остывающей железной коробке на ночь, ей грозит неминуемая
видимое переохлаждение. До дома оставалось еще несколько километров, а до окраины города, откуда она приехала, было немного ближе. Собрав всю волю в кулак, женщина решила пойти пешком по своим же следам, чтобы вернуться в город и позвать на помощь. Она открыла дверцу, и ледяной ветер тут же ударил ей в лицо, перехватывая дыхание. Ступать по глубокому снегу с огромным животом было невыносимо тяжело. Мэри проваливалась по колено, каждый шаг давался ей с титаническим усилием. Она успела пройти чуть больше полукилометра, когда произошло то, во что, наверное, не поверит ни один скептик. Внезапно женщина почувствовала острую тянущую боль внизу живота. Она остановилась, тяжело дыша, и с ужасом поняла — у нее начались схватки. Спазм был настолько сильным, что она едва не упала. Мэри поняла, что идти дальше она не сможет физически. В нескольких метрах от обочины в гуще леса росло большое старое дерево с раскидистыми ветвями, под которым было не так много снега. Из последних сил, задыхаясь от боли и страха, она дотащилась до этого укрытия и в изнеможении рухнула на промерзшую землю. Слезы катились по ее щекам, мгновенно замерзая на ветру. Она в отчаянии кричала в пустоту: «Боже, что ты делаешь со мной? Пожалуйста, помогите мне! Кто-нибудь!» Но ответом ей был лишь вой метели. Через несколько минут очередная, еще более мощная волна боли пронзила ее тело. От невыносимых мук и парализующего холода Мэри потеряла сознание, погрузившись в спасительную тьму. Это мог бы быть трагический конец истории. В реальном мире все, что обычно находят после таких штормов, это безжизненное тело под толщей снега. Но то, что произошло на самом деле, не поддается никакому логическому объяснению. «Я не знаю, сколько времени прошло с тех пор, как я провалилась в темноту», рассказывала позже Мэри. «Но когда я медленно пришла в себя, я не почувствовала пронизывающего холода. Наоборот, меня окутывало странное, живое тепло, а моя голова мягко покоилась на чем-то густом и шерстяном. Открыв глаза, она с трудом сфокусировала взгляд. То, на чем она лежала, оказалось спиной огромного серого волка. Это был могучий, статный зверь, вероятно, вожак стаи. Вокруг Мэри, образовав плотное живое кольцо, сидели и лежали другие волки. Их было около 10. Они окружили ее со всех сторон, создав естественный барьер, защищающий роженицу от пронизывающего ветра и летящего снега. Их горячее дыхание и густая шерсть стали для нее спасительным одеялом. «Я даже не успела испугаться», — вспоминала женщина. «Все происходящее казалось невероятным, мистическим сном. В их янтарных глазах не было ни капли агрессии или голода. Они словно понимали, что мне нужна помощь, и не представляли для меня абсолютно никакой опасности». В этом сюрреалистичном окружении, под охраной лесных хищников, примерно через 20 минут Мэри родила своего ребенка прямо на снегу. Как только малыш появился на свет, одна из волчиц осторожно подошла к новорожденному мальчику и нежно, по-матерински, лизнула его. Она действовала так аккуратно и уверенно, словно точно знала, что делает. Остальные волки в этот момент прижались к Мэри еще плотнее, согревая ее дрожащее тело. Младенец сделал первый вдох и громко заплакал. Этот звук разнесся по зимнему лесу, и для Мэри
это была самая прекрасная музыка на свете. Она знала, что ее сын жив, и с ним все в порядке. Волки не отходили ни на шаг, продолжая свой безмолвный дозор, пока молодая мать нежно прижимала новорожденного к груди, укутывая его в свою куртку. К этому времени муж Мэри уже сходил с ума от беспокойства. Жена должна была вернуться домой давным-давно. Поняв, что случилась беда, он обзвонил друзей и соседей. Собрав небольшую поисковую группу, мужчины отправились на мощных внедорожниках именно по той лесной тропе, по которой, как они предполагали, должна была ехать Мэри. Пробиваясь сквозь сугробы, они, наконец, увидели в свете фар знакомый силуэт машины, уже почти полностью погребенной под снегом. Когда муж подбежал к внедорожнику и увидел, что салон пуст, его сердце ушло в пятки. Мужчины представили самое худшее. Взяв мощные фонари, они продолжили путь пешком по едва заметным следам, которые еще не успела замести метель. У одного из друзей с собой была охотничья винтовка. В тех краях водилось много диких зверей, да и мужчины опасались, что женщину могли похитить. Когда лучи их фонарей выхватили из темноты стаю крупных волков в нескольких сотнях метров впереди, поисковики замерли от ужаса. Они были уверены, что произошла кровавая трагедия. Мужчина с ружьем, не раздумывая, сделал громкий предупредительный выстрел в воздух, чтобы отпугнуть хищников. Грохот выстрела разорвал тишину. Волки действительно поднялись со своих мест, но, вопреки ожиданиям, они не бросились на утек в панике. Они спокойно и с достоинством отошли, остановившись всего в нескольких десятках метров дальше в лесной чаще, словно не желая оставлять свою подопечную без присмотра. Когда мужчины бросились вперед, они не поверили своим глазам. На примятом снегу лежала Мэри, живая и невредимая, прижимая к себе плачущего младенца. Это было просто невероятно, рассказывали позже спасатели. Волчья стая все время держалась неподалеку. Даже когда мы осторожно подняли Мэри и понесли ее к нашей машине, животные бесшумно следовали за нами параллельным курсом сквозь деревья, соблюдая безопасную дистанцию, словно провожали нас. Примерно через час измученная, но счастливая мать с ребенком наконец оказалась в теплой палате местной больницы. Врачи были поражены тем, что ни у женщины, ни у новорожденного не было серьезного обморожения. Еще через несколько дней, когда Мэри пришла в себя, она и ее спасатели поделились этой фантастической историей в интервью одной из крупных американских газет. Даже опытные егеря, зоологи и бывалые охотники отреагировали на это сообщение с нескрываемым изумлением, признаваясь, что за всю свою жизнь никогда не сталкивались ни с чем подобным. Некоторые специалисты выдвинули гипотезу, что волки учуяли специфический запах околоплодных вод и новорожденного младенца, который пробудил в них древние, глубокие материнские инстинкты стайных животных, заставив их защищать чужого детеныша любой ценой. Как бы то ни было, для Мэри и ее семьи эта волчья стая навсегда останется настоящими ангелами-хранителями в серых шкурах, спасшими 2 жизни в самую холодную зимнюю ночь.